Продолжаем дальше осваивать окрестности города Рива-дель-Гардо. Сейчас мы приехали в одну средневековую деревню, которая находится вот там вот сверху. На машине просто сюда подняться не очень просто. Постоянно ведет такая извилистая дорога. Где-то всего 11, по-моему, километров от Рива-дель-Гардо находится эта деревня. Но мы ее еще не видели. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь внизу находится небольшая парковка. Абсолютно бесплатная. Насколько я читал в интернете, здесь всего находится две небольшие улицы. И эта деревня сохранилась в таком виде, как она была несколько сотен лет назад. Я в интернете, когда увидел это место, сказал, все, это место надо обязательно посетить. Потому что я люблю такие места посещать, которые веют своей стариной. Вилла Канале. Кто может посмотреть в интернете, так она и пишется. Вилла Канале. Здесь, похоже, кто сюда поднимался раньше, в старину, привязывали лошадей. То есть парковка для лошадей. Можно посмотреть, как выглядит внутри здания. Ух ты ж. Casa del Artisti. Так люди жили раньше в деревне. Это типа сарайчик, когда телега стоит. Не знаю. Везде вон какие-то двери. Здесь темно. Ступеньки вниз. Темно совсем. Вовнутрь зайти можно, да? Да, вон, видишь, свободный вход. Давай зайдем, посмотрим, что это. Может, типа назад Посмотри. пойдем, зайдем? Или сразу брать? Сразу, смотри, в средние века строили уже многоэтажные дома. Buongiorno. Ну. А это, судя по картинам, и есть музей художников. Я читал, что в послевоенные годы эта деревня была заброшена, и благодаря инициативе художников, которые съезжали сюда со всей Европы, деревню возродили. Здесь здание, просто выставка картин. А здания остались неизменными, такими, какими они были несколько сот лет назад. Но здесь ничего исторического. Это бубенчики Кто-то из на Непала, лошадь. из Тибета с Непала. Интересно, что здесь делают тибетские, непальские артефакты. Так, ну идем больше смотреть саму улицу.
Но здесь изображена сцена трапезы итальянских крестьян. Одежда итальянских крестьян. А нет. Это одежда художника итальянского. Вот он картины здесь рисовал. И об себя, об эту куртку вытирал кисточки. Посмотри, здесь-то, я говорю, если бы не кран, здесь тоже озеро видно. Но, блин, строительное это мешает, вон озеро все видно. С балкона виды просто прелестные. А вот здесь вот деревня находится немножко в стороне от озера. Видно, какие там старые дома. Интересно мне, люди там живут или нет. Вот они внешне имеют такой вид, как будто они заброшенные. Хотя не должно быть такое. Вот многоэтажные дома, 4-5-этажные дома. Возможно, там фермеры живут, крестьяне. Потому что кругом вон поля, виноградники есть. Так, ну мы приехали смотреть деревню. Пойдем сейчас по улицам прогуляемся. Это будет особо интересно. Интересно, здесь люди живут, потому что обозначен еще адрес. Вот вечером люди сидели после трудового дня, сверху отдыхали 200-300 лет назад. Наверное, то же самое делают и сейчас, если здесь люди живут. Ну, скорее всего, живут. Интересно, на окнах решетки. Очень колоритные улочки. Обожаю такие места. Даже на улицах есть кафе. Туда ведет туннель. Вот такие вот улочки были. Один дом касался другого, пристраивался к другому. Здесь нет, чтобы чисто улица была такая, как в привычном понимании этого слова. Между домами просто вот такие вот туннельчики. Вот тоже симпатично. Балкончик. Хотел бы я внутри побывать в одном из таких домов. Скорее всего, убранство внутреннее уже современное. Здесь кусочек прошлого времени. Вот такие вот лесенки вели наверх. Крестьянские атрибуты тут. Кукуруза висит. Ну, все
Похоже, можно наверх подняться. А нет, двери закрыты, сверху свет горит. Наверное, там люди живут. Фериенвонунг. Сдается, да, Фериенвонунг. Да, можно здесь жилье снять в таком месте. Вечерком, когда стемнеет, пообщаться с привидениями. Ну да, прямо хорошо здесь. Если за пределами деревни 30 градусов жары. Здесь все цивильно. Ну вот, скорее всего, вот эти фериенвонинги здесь и есть. Вот они по номерам. Можно комнатку эту снять. Вот можно на паузу поставить, посмотреть. Желающие приехать сюда, в эту деревню, полюбоваться окружающими видами, пожалуйста. Можно почитать информацию. Ну, сюда еще не ходили. А? Сюда еще не Это ходили. не семья. Туда. Это уже там получается край, наверное, тоже. Вот здесь тоже я сейчас проходил. Люди спокойно готовят. Кухня у них вроде здесь, я представляю, окно открыто. На кухне что-то готовят. А тут такие виды. Даже запахи кругом стоят. Походу отсюда люди заезжают, у кого здесь жилье свое. Вот явно возле каждой двери домофон и номер дома. Современные шмотки уже сушатся явно. Это вроде пугалы, что ли. Вон там уже видно, машины стоят. Видимо, все равно здесь люди живут, потому что вон на воротах уже адресные этикетки. Дальше я не пойду. Да, я прав. В этом доме живут люди, потому что вот почтовые ящики на 10 фамилий, 10 семей. Скорее всего, убранство внутри таких зданий уже более-менее современное. Обо внешне, наверное, эта деревня является исторической ценностью, и такие исторические ценности внешне запрещено перестраивать. По крайней мере, в Германии у нас так. И здесь, я думаю, то же самое. Эта деревня называется Борго Медивале ди Канале. Одна из самых красивых деревень в Италии с видом на озеро Гарда. И это неудивительно. Узкие мощеные улочки, маленькие дворики, дома, выглядящие так, как строили в старых деревнях с 13 века.
прогулки по таким улочкам придутся по душе для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу таких вот средневековых поселений. Здесь повсюду лабиринты мощенных аллей, такие вот арки соединяют дома вместе. Смотрите, какое расстояние между домами. Частная территория, тут написано частная территория. Ну да, здесь люди живут. Там, куда я сейчас ходил, то же самое. Там 10, в доме живет 10 семей. Да, место очень интересное. Хочешь перевести? Ну, по цифрам можно понять, что это деревня. Что-то пройду тут. Пройду, да? Фабрика аквавита. Аквавита. Это здесь это, вон вино нарисовано. Значит, скорее всего, где здесь все нарисовано. Скорее всего, да. Ну и понятно, что в основном здесь занимались виноделием, потому что на таких склонах можно выращивать только виноград. Эта деревня известна с 13 века. В то время люди занимались сельским хозяйством, скотоводством и виноделием, и дома строились один рядом с другим, чтобы скрепить их вместе. Здесь всего две улочки небольшие, но они не такие прямые, как мы привыкли видеть улицы, а все такие извилистые, что с первого раза ты даже можешь не определить, где ты был и где не был еще. Вот и вся деревня. А вот оно с левой стороны внизу озеро Гарда. Самая северная часть. Сейчас я со стороны покажу еще эту деревушку. Вот так со стороны дороги выглядит эта деревня. Как видимо, потомки тех людей, которые жили здесь у основания этой деревни, до сих пор занимаются виноделием, потому что стоит техника. Вот люди здесь живут, у каждого дома есть свой адрес. И параллельно эта деревня является достопримечательностью окрестностей города Рива-дель-Гарда. Вот там внизу, вроде бы кажется, что все на ладони, а мы проехали по извилистой дороге. Сколько ты сказала? 12, 11 или 12 километров, да? А вот оно видно, извилистая дорога, внизу машины ездят. Даже он был нарисован, потому что пешком. Так, ну а мы едем дальше на озеро Тонна. Тоже одно из очень красивых мест окрестностей Рива-дель-Гарда. Так, вот мы приехали до озера. Озеро в ту сторону. Здесь возле озера есть отель. Где-то еще даже есть кемпинг-пляц, кто интересуется кемпингами. Там тоже отель. Внизу ресторанчик. Парковка здесь стоит час 2 евро. Так, ну все, идем к озеру. Мы здесь тоже первый раз.
Но люди, которые бывали на этом озере, говорят, что здесь озеро тоже очень красивое. Есть островок посреди озера. А птички здесь просто разрываются своим пением. Вот я уже вижу это озеро, вода такого вот бирюзового цвета. Вода, блин. Я думала, это Красивый близко, цвет, а тут да? еще, блин, надо спускаться, а потом подниматься наверх. Но здесь не так уж и высоко. Огненько, нифига себе, не так уж и высоко. Пошли. Пойти надо ноги помочить. Ну да, что-то новое для нас. Цвет воды от Гардасзея отличается Здесь сильно. написано, что в него, не, по-моему, это, ничего не втекает, ничего не втекает. Да, но озеро явно написано, измельчало, потому что Измельчал. Ну. на фотографиях было нарисовано, что вот этот островок, он был в воде, вокруг острова была вода, а сейчас он находится на суше, прилегает к суше. Может, там с той стороны или там не видно ничего. Да нет, я не думаю. Водичку попробуй. Ну так. Один раз побывать здесь можно. Полюбоваться не только озером, но и горы, которые здесь вокруг нависают над озером. А горы все в зелени. Как говорится, если бываешь первый раз возле какого-нибудь водоема, обязательно надо помочить ноги, умыться, чтобы взять энергию этого места в себя. Я читал, что у возникновения этого озера интересная история. Появилось оно здесь всего 1000 лет назад. Огромный оползень соседней горы в то время сошел в речку, которая там протекала. И получилась такая яма на поверхности. И после оползня вода со временем затопила эту яму. И так появилось озеро глубиной 47 метров. И даже с маленьким островком с одной стороны озера. Ну, есть люди купаются. Наверное, вода не такая уж и холодная. Сейчас проверим. Если присмотреться, в воде видно вон сколько много рыбы. Прям косяки целые ходят. Ну, прям вдоль берега, наверное. Ну, очень много. Вода теплая, я потрогала. Интересно, что это за рыба? Рыбка, наверное. Смотри, по всему побережью, везде. Да. Ну, рыбки много. Ну что сказать, всем увиденным сегодня мы остались довольны. У нас остались самые приятные впечатления.